Ранним утром Тутен покинула свою пещеру, неся на плече старую бамбуковую корзину. Она продолжала жить в привычном ритме. Тихо, трудолюбиво, неустанно зарабатывая на жизнь. Сегодня она решила отправиться в лес за бананами. Зеленые кроны банановых деревьев укрывали часть неба, а спелые желтые грозди проглядывали под лучами утреннего солнца. Она аккуратно срезала каждую гроздь и укладывала их в корзину. Несмотря на суровую жизнь, она никогда не позволяла себе сломаться. Ее загрубевшие руки ловко срезали спелые бананы, осторожно укладывая их в корзину. Работа была тяжелой, но это был ее единственный источник средств к существованию, поддерживающий ее простую жизнь среди гор и лесов. С тяжелой корзиной бананов на плече Тутен медленно спускалась по узкой тропинке к рынку. Сегодня солнце пекло сильнее обычного, пот выступал на ее лбу, но она упорно продолжала идти. В другом углу рынка появился генеральный директор Туан. В белой рубашке с привычным спокойным видом он зашел в небольшой продуктовый магазинчик неподалеку. Оглядевшись, он задумался, что купить, и после раздумий решил взять несколько упаковок молока. Он спросил хозяина: «Сколько стоит одна упаковка молока?» Хозяин весело ответил: 50 тысяч донгов за упаковку. Туан быстро купил 3 упаковки, немного поболтал с хозяином магазина, а затем сел в машину и уехал. На маленьком рынке Тутен выбрала привычное место, расстелила старую ткань и аккуратно разложила грозди бананов. Она села, провожая взглядом прохожих, надеясь, что кто-нибудь скоро купит ее товар, и она сможет заработать на сегодняшний день. Однако сегодня удача, похоже, обошла ее стороной. Люди проходили мимо, но никто не останавливался. Все утро Тутен не продала ни одной грозди. Она сидела молча в углу рынка, глядя вдаль на суетливую толпу, ела и мысленно подбадривала себя. Нужно потерпеть еще немного, и удача обязательно улыбнется. Голод начал терзать ее желудок. С утра она ничего не ела, но без проданных бананов у нее не было денег на еду. Она сжала губы, посмотрела на соседний прилавок, маленький магазинчик, где аккуратно лежали булочки и пакетики с клейким рисом. Поколебавшись, она все же достала из кармана немного мелочи и купила маленькую булочку. Хоть ей и приходилось экономить, она понимала, что нужно поесть, чтобы были силы работать дальше. Держа булочку в руках, она тихо села, откусывая маленькие кусочки, а ее взгляд все еще следил за нетронутыми гроздями бананов перед ней. Сегодня у Туана был важный план – раздать подарки бедным детям в отдаленной горной деревне. По пути, ведя машину, он случайно взглянул в зеркало заднего вида и заметил Тутен, сидящую у дороги с бананами. Ее глаза были полны грусти. В его голове мелькнула мысль. Остановив машину, он открыл дверь, вышел и направился прямо к ней. «Сегодня у тебя есть дела?» – спросил Тон теплым, низким голосом. Тутен подняла взгляд, слегка удивившись его вопросу. «Я... ничего особенного». Тон кивнул, его взгляд был решительным. «Тогда поехали со мной. Я еду в деревню раздавать подарки бедным детям. Если ты свободна, присоединяйся». Тутен заколебалась. До сих пор она редко участвовала в подобных делах. Но увидев искренность в глазах Туана, она почувствовала, что отказать будет трудно. В конце концов она кивнула. «Хорошо, я поеду». Туан улыбнулся и открыл дверь машины, приглашая ее сесть. В этот момент секретарь Хонг, уже сидевшая внутри, обернулась и посмотрела на Тутен с явным раздражением, хотя и попыталась изобразить вежливую улыбку. Машина быстро помчалась по узкой тропе, проезжая зеленые поля, направляясь к бедной деревне. Когда они прибыли, дети в грязной одежде, но с ясными глазами, выбежали навстречу, окружив машину. Они радостно закричали, увидев большие мешки с подарками, которые привезли Туан и его рабочие.
Ту Тен стояла и смотрела на эту сцену, в ее душе поднялось странное теплое чувство. Давно она не ощущала такой чистой беззаботной радости. Она быстро присоединилась к Туану и рабочим, помогая раздавать подарки детям. Хьонг же стояла в стороне, наблюдая с недовольным выражением лица. Маленькая девочка потянула Ту Тен за руку, ее блестящие глаза посмотрели вверх. «Сестренка, ты часто сюда приходишь?» Ту Тен замерла, затем мягко покачала головой. «Нет, я здесь впервые». Девочка улыбнулась, крепко обняла куклу, которую только что получила из рук Ту Тен, и побежала хвастаться перед друзьями. Туан, стоя неподалеку, молча наблюдал за ней. Он заметил, что рядом с детьми улыбка Ту Тен становилась мягче, в ней больше не было привычной печали. Когда раздача подарков закончилась, Туан повернулся к ней и тихо спросил: «Как тебе?» Ту Тен улыбнулась, впервые за долгое время чувствуя легкость в душе. «Я не думала, что такая мелочь может принести столько радости». Тон кивнул. «Иногда, помогая другим, мы исцеляем себя». Ту Тен посмотрела на него, ее взгляд был полон размышлений. Возможно, он прав. Чутен сливалась с природой, продолжая вести простую жизнь, к которой она давно привыкла. Зеленый лес оставался ее ежедневным прибежищем. Журчащие ручьи текли меж камней, густые кроны деревьев укрывали небо, даря покой среди бескрайней природы. С аккуратно завязанным платком на голове и выцветшей от времени одеждой, она медленно шагала по знакомым тропинкам, внимательно высматривая маленьких улиток, прячущихся под слоем опавших листьев и зеленого мха. В такие дни, как сегодня, когда солнце только начинало вставать, Ту Тен покидала свой скромный домик, взяв с собой простую бамбуковую корзину и небольшой нож. Под густыми зарослями она осторожно искала улиток, цепляющихся за стволы деревьев или прячущихся во влажной земле. Эта работа была нелегкой, требовалось терпение и тщательность, чтобы собрать достаточно улиток для продажи на рынке. Но для нее это стало частью жизни. Труд тяжелый, но приносящий радость и свободу. Солнце поднималось выше, лучи пробивались сквозь листву, отбрасывая мерцающие пятна света на землю. Корзина Ту Тен постепенно наполнялась. Маленькие улитки были ее главным источником дохода. Хоть выручка от их продажи была невелика, этого хватало, чтобы поддерживать ее простую жизнь. Ей не нужны были роскошь и излишества, достаточно было лишь возможности каждый день сливаться с природой и наслаждаться миром гор и лесов. Собрав достаточно, она аккуратно взвалила корзину с улитками на плечо и направилась на рынок. Это был небольшой базар на обочине дороги, где местные жители собирались, чтобы торговать дарами леса. Ту Тен выбрала укромный уголок, расстелила ткань и аккуратно разложила крупных улиток, которых только что собрала. Она ждала знакомых покупателей. Не прошло и нескольких минут, как к ней подошли два мужчины и спросили: «Сколько стоит килограмм улиток?» Ту Тен быстро ответила: 20 тысяч за килограмм, братья. Кто-то брал немного для супа, кто-то покупал побольше, чтобы перепродать в городе. Хоть она и не была богата, Ту Тен была довольна своей жизнью. Без суеты, без борьбы, только покой и свобода. Ту Тен знала, что такая жизнь нелегка, но никогда не унывала. Каждый день был для нее возможностью жить в гармонии с природой, дышать свежим воздухом, слушать пение птиц и чувствовать тепло солнца. Для нее это и было настоящим счастьем. После утренних трудов Ту Тен наконец продала свою маленькую корзину улиток. Заработанных денег было немного, но хватит, чтобы продержаться еще несколько дней. Она облегченно вздохнула, собрала старую бамбуковую корзину и покинула рынок. На обратном пути Ту Тен шла медленно, наслаждаясь спокойствием после рабочего дня. Но, дойдя до тропинки, ведущей к ее пещере, она вдруг замерла. Впереди показалась знакомая фигура. Это был Чен, ее бывший муж. Он сидел в придорожной забегалке, обняв за плечи незнакомую женщину. Та была ярко одета, с красными губами, и выглядела вызывающе. Ту Тен остановилась, ее сердце сжалось. У него уже есть другая, но он все еще появляется перед ней. Зачем? Чен тоже заметил ее.
В его глазах мелькнуло удивление, но тут же сменилось холодностью. Он отпустил ту женщину и быстро подошел к Тутьен. Его голос звучал низко и угрожающе. «Слушай сюда. С этого момента не смей никому говорить, что ты моя бывшая жена. Иначе не вини меня, что я не пощажу». Тутьен сжала кулаки. Ей хотелось рассмеяться, но улыбка так и не появилась. «У меня и в мыслях не было упоминать тебя. А если тебе стыдно за такую жену, как я, то больше не показывайся мне на глаза». Щен сверкнул глазами. Его рука сжалась, словно он хотел что-то сделать, но потом он лишь махнул рукой и развернулся уйти. Женщина, что была с ним, окинула Тутьен презрительным взглядом с ног до головы, усмехнулась и, взяв Чена под руку, ушла вместе с ним. Тутьен стояла неподвижно. Она думала, что этот человек ее больше не волнует, но почему в сердце все равно кольнуло? Не потому, что она его любила, а из-за того, как откровенно он ее презирал. Она глубоко вдохнула, успокоилась и пошла дальше. В это время в другом месте Туан и его рабочие стояли у большого ручья. Он вместе с секретарем Хьонг рассматривал чертежи и обсуждал что-то с инженерами. «Этот мост старый, скоро сгниет. Если не перестроить его вовремя, в сезон дождей будет опасно». Один из рабочих кивнул, добавив: «Да, недавно вода поднималась, дети чуть не упали в ручей». Туан задумался на мгновение, а затем решительно сказал: «Тогда начинайте обследование прямо сейчас. Я хочу, чтобы этот проект был выполнен как можно скорее». Он повернулся к Хвонг и поручил: «Подготовь финансовые планы и доложи мне завтра». Хвонг кивнула, но ее взгляд украдкой задержался на Туане, полной задумчивости. Тем временем генеральный директор Туан приехал к дому Тутьен и навестил ее, но не застал ее дома. Он расспросил местных жителей и узнал, что она продает товар на рынке, поэтому решил зайти в пещеру и подождать ее возвращения. Поздним щау, когда солнце начало клониться к закату, окрашивая горы в теплый оранжевый цвет, Тутьен вернулась в свою пещеру после долгого и утомительного дня. Сегодня она продала всю корзину улиток, но настроение было тяжелым из-за встречи с Чепном. Придя домой, она удивилась, увидев Туана. Он стоял в белой рубашке, слегка запыленной после рабочего дня, с небольшой сумкой в руках, глядя на нее задумчивым взглядом. «Я ждал тебя давно», — сказал Туан. Его голос был негромким, но достаточным, чтобы вывести ее из задумчивости. Тутьен удивилась. Она никогда не думала, что такой человек, как Туан, придет к ней сюда. «Ты зачем здесь?» – спросила она. В ее глазах все еще читалась настороженность. Туан подошел ближе, поставил сумку в сторону и присел на плоский камень. «Я вижу, что тебе здесь нелегко живется. Тебе что-нибудь нужно?» Тутьен покачала головой. Она привыкла к такой жизни, привыкла справляться сама и не хотела принимать ничью жалость. «Я в порядке, мне ничего не нужно». Туан замолчал на мгновение, затем достал пачку денег и положил перед ней. «Возьми, это не подачка, просто небольшая помощь». Тутьен замерла. Она посмотрела на деньги перед собой. В ее душе поднялось странное чувство. «Я не могу взять», — ее голос прозвучал твердо. Туан слегка приподнял бровь, но его взгляд оставался спокойным. «Не только тебе. Я помогаю всем так же. Считай, что я делаю доброе дело». Его слова заставили Тутьен почувствовать легкий укол в сердце. Значит, она для него просто одна из многих, кому он помог. Она посмотрела на него и медленно отодвинула деньги обратно. «Я правда не могу взять. Я справлюсь сама». Туан больше не настаивал, лишь слегка улыбнулся, редкая, но многозначительная улыбка. «Как хочешь. Но если будут трудности, скажи мне». Сказав это, он встал и поправил каску на голове. Времени оставалось мало.
Ему нужно было возвращаться к делам. Перед уходом он еще раз взглянул на нее, словно хотел что-то сказать, но так и не произнес ни слова. Когда Туан ушел, его силуэт Джен-Джен щелся на извилистой тропинке, оставив Ту-Тен одну у небольшого костра. Она проводила его взглядом, вздохнула и повернулась к огню, чтобы поджарить рыбу, которую поймала раньше. Запах жареной рыбы разнесся по округе, но в ее душе все еще царила легкая смута.